На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ представил результаты опроса россиян об отношении к абортам. Согласно результатам опроса, с вопросами искусственного прерывания беременности так или иначе сталкивалось значительное число россиян. 50% сообщили, что среди их знакомых и близких есть женщины, которым приходилось делать аборт. Каждая третья женщина призналась, что лично пережила этот опыт – 29%. Показатель увеличился в 3 раза в сравнении с 2016 годом – 9%. Однако это может быть связано в том числе и с тем, что женщины стали говорить об абортах более открыто. Мотивы прерывания беременности в общественном мнении сдвинулись от социальных в сторону мотива личного выбора женщины, то есть аборт становится в большей степени личным делом женщины, а не общества. Что же о прерывании беременности говорится в исламе? Об умышленном убийстве эмбриона и аборте не упоминается в священной книге Коран или в хадисах. Это связано с тем, что во времена, когда в исламе были ниспосланы аяты Корана и переданы хадисы, случаев умышленного убийства ребенка в утробе матери практически не встречалось. Об аборте как о прерывании беременности упоминают в исламе несколько взаимосвязанных источников. В Коране в отдельных аятах есть упоминание о преступлении, которое называют убийством девочек путем закапывания заживо в землю. С помощью общих трактовок без упоминания специальных терминов в исламе затрагивается вопрос убийства зародыша. К этому вопросу можно отнести и слова из аята о запрещении убивать живые существа без права на это. Всевышний Аллах упоминает в суре Аль-Анам о том, что все люди были сотворены с помощью одного дуновения, и это дуновение находилось в утробе матери на какой-то стадии развития. В аяте 151 запрещены категорически в исламе убийства как детей, так и любых живых существ. Плод эмбриона человека подходит как под категорию живых существ, так и под категорию дети. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в суре Аль-Мумтахана было велено женщинам взять клятву, что они не будут совершать преступлений и определенных грехов, к числу которых было отнесено и убийство детей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину, создание каждого из вас происходит в утробе матери в течение 40 дней в виде семени, затем в виде сгустка крови в течение такого же срока и еще столько же в виде кусочка плоти, а затем к нему посылается ангел, который вдыхает в него дыхание жизни». Относительно того, на каком сроке прерывание беременности допустимо или вообще запрещено, существуют различные мнения в религиозно-правовых школах ислама. Даже в одном мазхабе можно встретить противоположные мнения. Каждый случай требует обращения к знающим людям, которые, исходя из индивидуальных обстоятельств, примут решение. Да убережет Всевышний от запрещенного и всего того, что может вызвать его гнев и недовольство. Аминь. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и Его благословения. Приблизьтесь к милости и довольству Аллаха. Местная исламская религиозная организация Северо-Восточного административного округа города Москвы «Ихсан» и Центр исламской культуры и образования имени Шагабуддина Марджани приглашают всех желающих на курсы по основам ислама. Вы обретете новые знания и уникальную возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Есть возможность раздельного обучения для мужчин и женщин. Более подробная информация на сайте ihsan.moskva, а также по указанным телефонам.